В густых тропических лесах Амазонки среди невероятного разнообразия флоры и фауны скрываются существа, которые могут поразить даже самого опытного натуралиста. Эти бабочки кажутся источником настоящей магии. На первый взгляд они ничем не отличаются от других своих собратьев, пока не начнут разворачивать свои крылья. Когда свет проникает сквозь густую листву, крылья этих бабочек начинают светиться всем спектром радуги, волшебно изменяя цвета. Это не просто игра света и тени. Эти бабочки способны реагировать на изменения в окружающей среде, меняя свой цвет в зависимости от температуры и влажности. Исследователи, проведя долгие часы в попытках разгадать эту загадку, обнаружили, что изменение цвета крыльев обусловлено сложной системой микроскопических структур, напоминающих природные нанотехнологии. В отличие от других существ, которые создают цвет с помощью пигментов, эти бабочки пользуются сложной системой светового преломления. Такие микроскопические структуры работают как миниатюрные призмы, изменяя угол преломления света с зависимостью от условий окружающей среды. Феномен оказался настолько интригующим, что привлек внимание ученых со всего мира, заставляя их углубиться в физику и биологию этих удивительных существ. Эти бабочки стали не просто объектом изучения, а настоящим чудом природы, способным изменять наше восприятие о жизни на Земле. Но что еще более удивительно, это лишь начало. В следующем эпизоде мы погрузимся глубже в тайну этих крыльев, которые, как кажется, способны поймать радугу и удержать ее в своей тонкой материи. Поймать радугу, как крылья бабочек реагируют на окружающий мир, погружаясь глубже в удивительный мир этих бабочек, мы начинаем понимать, что их способность менять цвет — это не просто визуальная иллюзия. Эти существа обладают невероятной способностью реагировать на самые тонкие изменения окружающей среды. Влажность, температура, даже количество солнечного света — все это может повлиять на их окраску. Эти бабочки словно живые датчики, реагирующие на малейшие колебания в природе. Что делает их по-настоящему уникальными, так это присутствие особых микроскопических структур в крыльях, известных как фотонные кристаллы. Эти структуры создают цвет не с помощью пигментов, как у большинства животных, а посредством преломления света. Они способны отразить или пропустить определенные длины волн, тем самым изменяя цвет в зависимости от угла, под которым на них падает свет, и от изменения внешних условий. Это похоже на работу калейдоскопа, где каждый поворот меняет видимую картину. Неудивительно, что такие находки привлекли внимание не только биологов, но и физиков, инженеров и дизайнеров. Исследования показывают, что изменяя пространство между этими микроскопическими слоями, бабочки могут мгновенно сменять свою цветовую палитру, адаптируясь к изменениям среды. Такая реакция не только помогает бабочкам скрываться от хищников, но и поддерживает их терморегуляцию. Эти удивительные способности вызывают волнение среди ученых, открывая новые горизонты для научных исследований. Недавние эксперименты показали, что возможно воспроизвести подобную структуру искусственно, что вынуждает нас задуматься, какие еще невероятные возможности скрывает природа. В следующем фрагменте меняющийся мир этих бабочек продолжит раскрывать свои секреты, углубляя наше понимание этих загадочных существ и их место в биологической экосистеме. Секреты природы. Что скрывается за изменением цвета? Раскрывая тайны природы, мы обнаруживаем, что за изменением цвета крыльев бабочек стоят практически невидимые глазу механизмы. Эти маленькие существа обладают уникальной способностью мгновенно изменять свой цвет, реагируя на внешнюю среду. Это достигается благодаря сложной системе микроскопических структур, известных как фотонные кристаллы. Фотонные кристаллы представляют собой естественные нанотехнологии, которые манипулируют светом на уровне длины волны. Они создают цвет посредством преломления света, отражая определенные длины волн и игнорируя другие. Эта техника позволяет бабочкам изменять свой окрас в зависимости от угла падения света и изменяющихся условий окружающей среды. Что касается внутренней работы, то эти фотонные кристаллы образуют многослойные структуры, которые могут изменять расстояние между слоями. Такое изменение происходит мгновенно, что позволяет бабочкам моментально адаптироваться. Это адаптивное изменение цвета не только помогает в защите от хищников, но и играет роль в регуляции температуры тела бабочек. Возможно, именно благодаря этой системе бабочки могут выживать в самых разнообразных климатических условиях, от влажных тропиков до сухих пустынь. Интересно, что подобные механизмы уже вдохновляют ученых на создание новых технологий. При помощи современных методов можно воспроизвести структуры, аналогичные фотонным кристаллам, и использовать их в различных областях, от моды до разработки биосенсоров. Этот подход может привести к созданию материалов, изменяющих цвет, которые могут применяться в таких технологиях, как маскировка и энергоэффективные покрытия. Но что еще более удивительно, это всего лишь начало нашего путешествия в изучение возможностей, которые природа демонстрирует нам через этих необычных крылатых существ. В дальнейшем мы сможем оценить, какие удивительные перспективы они открывают в сфере дизайна и технологий. Неожиданные открытия, новый вид, который перевернул науку.
Всплеск интереса к загадочным бабочкам, менявшим цвет, подтолкнул ученых к более глубокому изучению их особенностей. В результате этих исследований был открыт новый вид, чьи свойства буквально перевернули многие устоявшиеся научные представления. Названный в честь своего уникального поведения, этот вид продемонстрировал еще более впечатляющую способность изменять цвет в ответ на изменения окружающей среды. Ученые установили, что эти бабочки могут менять оттенок своих крыльев не только под воздействием света и температуры, но и в ответ на химические сигналы. Это открытие намекает на возможность общения бабочек друг с другом с использованием изменяющихся цветовых паттернов для передачи информации. Эта находка привела к созданию новых теорий о социальных взаимодействиях в мире насекомых. Она также открыла путь к разработке биоматериалов, которые могут менять свои свойства под влиянием различных факторов, таких как уровень загрязнения воздуха или наличие токсичных веществ. Новые материалы, вдохновленные этими бабочками, уже начинают находить применение в медицине и экологии, предоставляя беспрецедентные возможности для мониторинга окружающей среды и здоровья. Ученые, изучавшие этот вид, были поражены, обнаружив, что сложные фотонные кристаллы в крыльях бабочек способны отображать не только видимый свет, но и реагировать на ультрафиолетовое излучение, столь неуловимое для человеческого глаза. Некоторые исследователи даже предполагают, что этот вид может воспринимать мир в ультрафиолете, получая доступ к информации, скрытой от других существ. Такие открытия не только обогащают наше понимание природы, но и открывают новые горизонты для научных исследований. Они показывают, как иногда природа предоставляет нам ключи к инновациям, удивляя и переворачивая наши традиционные представления. В следующем эпизоде мы отправимся в захватывающее путешествие, чтобы понять, как эти бабочки вдохновляют ученых по всему миру на разработку новых технологий и дизайн решений, которые могут изменить нашу жизнь. Галактика под микроскопом. Как бабочки вдохновляют ученых. В мире науки каждый день приносит новые открытия, но иногда вдохновение для них приходит из самых неожиданных источников. Таинственные бабочки с меняющими цвет крыльями стали настоящей сенсацией в научных кругах. Их способность адаптироваться и изменять цвет мгновенно привлекла внимание большой аудитории ученых, от физиков до биоинженеров. Эти бабочки, словно миниатюрные галактики с переливами света, представляют собой невероятный пример того, как природа может стать источником для научных и технологических инноваций. Ученые, используя сложные микроскопы и технологии компьютерного моделирования, начали подробно изучать, как работают эти удивительные крылья. Фотонные кристаллы, которые содержатся в их структуре, не просто отражают свет. Они создают сложные оптические эффекты, которые уже находят применение в самых разных областях. Одно из направлений исследований — это создание материалов с аналогичной способностью изменять цвет. Такие материалы могут использоваться в различных сферах, от модной индустрии до создания новых типов отображающих экранов и датчиков. Кроме того, инженеры рассматривают возможность разработки новых типов технологий маскировки, имитирующих цветовые изменения бабочек. Эти технологии могут быть полезны как в военной области, так и в личной защите. Даже биоинженеры изучают, как такие материалы могут помочь в разработке новых типов медицинских сенсоров, которые могли бы обнаруживать и отслеживать изменения в организме, реагируя на внешние стимулы, подобно тому, как это делают бабочки. Не только технические, но и экологические преимущества вдохновляют ученых продолжать исследования. Разработка устойчивых и безопасных для окружающей среды материалов — это одна из глобальных задач. И бабочки открыли путь к инновациям, которые могли бы изменить наше отношение к технологиям и природе. Как еще эти насекомые могут изменить наш мир, покажет время. Однако уже сейчас понятно, что они становятся связующим звеном между биологией и инженерией, открывая новые горизонты для будущих разработок. Революция в дизайне. Что мы можем перенять у бабочек? Когда мы задумываемся о революции в дизайне, вряд ли бабочки приходят на ум первыми. Однако их уникальная способность менять цвет открывает нам новые горизонты в мире моды и технологий. Внимание дизайнеров и исследователей привлекли не только необычные цветовые возможности, но и принцип работы фотонных кристаллов, которые эти бабочки используют для изменения окраски крыльев. Это вдохновило разработчиков на создание инновационных материалов с аналогичными свойствами. Представьте себе одежду, которая меняет цвет в зависимости от погоды или настроения владельца. Это не просто фантастика, это уже реальная разработка, основанная на изучении природных механизмов. Кроме того, мебель и декор также могут получить помощь от бабочек. Например, саморегулирующееся освещение или адаптивные обои, изменяющие цвет в зависимости от времени суток или температуры. Эти идеи уже трансформируются в прототипы, демонстрируя, как природа может вдохновить на создание умных предметов быта, которые не только украшают, но и улучшают качество жизни. Еще одно многообещающее направление — устойчивые материалы. Вдохновленные бабочками фотонные
фотонные кристаллы могут быть использованы для создания материалов, которые способны подстраиваться под изменения окружающей среды, минимизируя потребление энергии. Это открывает путь к созданию зеленых технологий, способных сократить загрязнение окружающей среды и повысить энергоэффективность. Таким образом, мы видим, как бабочки становятся мостом между природой и технологиями, соединяя биологию с современным дизайном. Эти насекомые вдохновляют на создание вещей, о которых мы даже не могли мечтать. И кто знает, возможно, уже в ближайшем будущем, благодаря бабочкам, нам удастся изменить не только предметы вокруг нас, но и сам подход к созданию дизайна, делая его более адаптивным и экологически устойчивым. От биологии к технологиям. Старт новой эры биоматериалов. В мире технологий все чаще обращаются к природе за вдохновением, и бабочки с их уникальными крыльями открывают новый путь для инноваций. Представьте себе материалы, которые могут изменять свои свойства в ответ на внешние изменения — температура, свет, химический состав воздуха. Такие возможности становятся реальностью благодаря изучению природных фотонных кристаллов, найденных в крыльях бабочек. Эти структуры, способные манипулировать светом на уровне нанометров, уже применяются для создания умных материалов. Компании из различных отраслей начинают экспериментировать с этими технологиями. Например, в автомобильной промышленности разрабатываются покрытия для кузовов, которые могут менять оттенок в зависимости от погоды, снижая необходимость в покраске и уменьшая количество используемых химикатов. В области здравоохранения ведутся разработки биосенсоров, способных моментально реагировать на изменения в организме, что может кардинально изменить диагностику и мониторинг состояния здоровья. В строительстве новые материалы, вдохновленные бабочками, могут создать более устойчивые к изменениям среды здания. Они способны адаптироваться к температуре и освещению, что ведет к экономии энергии. Такими образцами архитектуры уже интересуются ведущие инженерные компании. Эти разработки начинают свое путешествие из лаборатории в реальный мир, где каждая находка, сделанная на основе бабочек, приводит к новым решениям, улучшающим нашу жизнь. Благодаря этим крохотным созданиям природа становится не только источником вдохновения, но и прямым участником технологического прогресса. Мы находимся на пороге новой эры, где биоматериалы, созданные по образу и подобию природы, могут изменить наш мир, и это только начало. Так, мы наблюдаем, как бабочки с изменяющими цвет крыльями начинают формировать будущее, вдохновляя нас использовать природу как неиссякаемый источник идей и возможностей. Эти изменения приводят нас на порог новой эры, где биология становится ключом к технологическим достижениям, а инновации, основанные на наблюдениях за природой, становятся новой нормой в нашей жизни.